Я довязала гриву и хвостик. В гриве у меня получилось 7 локонов, а в хвостике 2. Вот такие завитушечки. Далее я также связала по одной детали ручек, ножек и ушек, то есть двойных деталей наших. Еще нужно связать мордочку и рог. Что я хочу сказать, что все детали, кроме гривы и хвостика, начинают вязаться с кольцами гуруми, и далее идут столбики без накида, прибавки и убавки. То есть совершенно ничего сложного нет. Единственное, я бы рекомендовала, когда вы вяжете вот такие маленькие детали, то прям в каждом ряду, вот связали ряд, посчитайте, сколько у вас получилось петелек, нужное ли количество или что-то не сходится. Если что-то не сходится, то будет проще распустить и провязать снова. То есть будет понятно, где пошло что-то не так. Когда же вы вяжете вот такие детали, которые побольше, то я советую в начале ряда, то есть там в начале вязания повязать какую-то контрастную нить, чтобы было видно, да, где начинается ряд. Или вот использовать такое приспособление, чтобы не запутаться. Так как все вяжется практически одинаково, я не буду снимать на видео, как вязать ручку, ушко, рожек, а покажу ножку, потому что здесь у нас идет смена цвета. Вязание ножки мы начинаем с серого цвета. Делаем опять же кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. После 6 столбиков без накида у нас пойдут 6 прибавок, то есть в каждую петлю мы будем вязать по 2 столбика без накида. У меня связано 2 ряда, это кольцо амигуруми и 12 столбиков без накида. Третий ряд мы вяжем 12 столбиков без накида, но за заднюю стенку каждой петли. Вот она передняя стенка, которая ближе ко мне, а вот она задняя стенка. Мы, то есть крючком подхватываем только заднюю стенку и также вяжем столбик без накида. Раз, два, вот я провязала 12 столбиков без накида за заднюю стенку каждой петли. Далее у нас идут 4 столбика без накида, убавка, 4 столбика без накида, убавка. Итого у нас получится 10 столбиков без накида.
Вот такая корзиночка получилась. Далее мы будем менять нить. Чтобы поменять цвет нити, я вытянула слегка вот эту петлю, чтобы она у меня не ускользнула. Теперь вправо от этой петли я нахожу вторую петельку, вот второй столбик, то есть раз, два, мне нужен вот этот столбик. Я просовываю туда крючок, захватываю нить нового цвета и вытягиваю. И закрепляю свою нить на этом столбике. Далее я в соседний столбик опять же ввожу крючок, захватываю нить нового цвета, которая вот у меня получилось, на крючке 2 петельки висит. Теперь еще продеваю ту петельку, которую я оставила изначально, вот так вот. Теперь у меня на крючке 3 петли. И захватываю нить, которая нового цвета, и продеваю ее через все 3 петельки. Далее я просто подтягиваю, как мне нужно все. Вот мы перешли на новый цвет. Далее все вот эти ниточки можно будет отрезать и заправить внутрь вязания. Теперь я продолжаю вязать новой нитью. 3 последующих ряда у меня идут 10 столбиков без накида. Я довязала практически до конца. Вот посмотрите, какой переход получился. Хочу также показать вам, как я заправляю нитки. Вот эти торчащие. Они меня очень выручают, если вязка в некоторых местах оказалась вдруг неплотной. И тогда они перекрывают все эти ненужные дырочки, красиво закрывают их. Я вдеваю вот эту ниточку торчащую в иголку с широким ушком и просто начинаю между петелек просовывать нить до тех пор, пока она не закончится. Шажочки делаю коротенькие, чтобы не было заметно, что здесь проходит нить от вязания. Не затягиваем сильно, просто аккуратно вставляем и вытягиваем. Ненужный кончик можно просто отрезать, он уже не распустится.